Всем привет, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на своем канале. И сегодня у меня будет новое видео, где я буду делать кровать. Кровать меня попросили сделать мои друзья у них на даче, но хотя назвать это дачей язык не поворачивается. Инструменты я буду использовать сегодня на самом деле по минимуму, буквально пила, шуруповерт. Правда, кондуктора я еще один не положил, чуть позже я вам его покажу. Все доски я покупал в строительном магазине в Минске. Доски постарался выбрать максимально хорошего качества, так как с минимальным набором инструментов обработать их крайне проблематично. По ходу действия буду давать свои комментарии. Надеюсь, видео вам понравится. Приятного просмотра. Я очень часто использую такую магнитную направляющую. Это обычный металлический уголок плюс неодиновый магнит. Магнит плотно фиксирует полотно, и оно не уходит с линии реза, и у вас получается очень аккуратный и точный рез. Для каркаса кровати я использовал сосновые доски, толщина 2,7 см. Но лучше весь список материалов и стоимость я приведу в описании под видео. Длину ножек я выбрал 35 сантиметров, плюс еще высота матраса 24 сантиметра. И в итоге получается от пола до верхней точки матраса у меня вышло 45 сантиметров. Так как мне хотелось использовать минимум инструмента, я решил соединять каркас на косой шуруп. Для этого я использую кондуктор. Кондуктор — это аналог Crackjack, только версия с Алиэкспресса, и стоит он на порядок дешевле, в районе $12. Ссылку я оставлю в описании под видео. Дополнительно я буду фиксировать каркас на усиленные металлические уголки. Толщина уголка 2,5 мм. И плюс клей ПВА. Думаю, такого крепежа будет вполне достаточно. Изголовье кровати я сделал из радиусной сосновой доски. Визуально она очень похожа на доски, которые я использовал для каркаса. Единственное отличие – это толщина. Толщина этих досок 18 мм, у каркаса 27 мм. Совсем забыл сказать о размерах кровати. Размеры будут 2 метра на 1,60 м.
Чтобы убрать различные изъяны на дереве, я использовал шпатлевку по дереву, цвет сосна. Заказывал ее на сайте Formhouse. Шпатлевка очень эластичная, легко наносится и также легко поддается обработке. Достаточно пройтись шкуркой, и у вас идеально ровная поверхность. Для крепежа поперечных лак я решил изготовить вот такие небольшие упоры. Между лагами и каркасами я оставляю небольшой зазор, чтобы уменьшить возможное трение и сократить возможный скрип в будущем. Учитывая габариты кровати, я сделал 4 дополнительные опоры. Ну и плюс хозяева кровати, люди достаточно худенькие, миниатюрные, поэтому я считаю, что этого будет вполне достаточно. В качестве настила я буду использовать сосновую вагонку толщиной 12,5 мм.
Вот, но укладываю ее достаточно плотно, чтобы избежать провисания матраса, чтобы не образовались бугры. Между ламелями из вагонки и каркасом я также оставляю небольшой зазор, чтобы избежать лишних трений. Матрас ортопедический, высота 24 сантиметра. Заказывал ее в Минске, фабрика сна, модель G4. Кровать я покрыл мебельным лаком в 2 слоя. Лак на водной основе. Заказывал ее также на сайте Forum House. Ссылку я оставлю в описании. Лак очень легко наносится, быстро сохнет и не имеет такого токсичного запаха. Работал я в закрытом помещении, поэтому было важно достаточно для меня. Кисточки, кстати, тоже заказывал у них. Кисточки специально для лака на водной основе. Очень легко наносят, быстро моются. Супер, я остался доволен. Ну что, друзья, вот такая кровать у меня получилась. Конечно, кто-то из вас скажет, что проще было заказать с Икеи и не мучиться. Конечно, проще, я не спорю. Но когда у вас есть друг, который занимается вот такими самоделками, почему бы не попросить его? Ну а на этом видео я показал, что, имея пилу и шуруповерт, вы сможете соорудить вот такую достаточно неплохую кровать. Надеюсь, видео вам понравилось. По-моему, оно получилось достаточно теплым. Буду рад вашим комментариям, лайкам. Ну а с вами увидимся в следующих видео. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.